В сегодняшнем видео проведем несколько экспериментов. Тем более я взял не просто микросхему LM78, я немножко усложнил задачу, чтобы было более интересно. Это будет микросхема LM78L05. Вот она маленькая, стоит на плате. Ну и выходной транзистор. Я поставил импортный, хотя это аналог советского, кто еще помнит, КТ-816 транзистора. Что я вам покажу в этом именно видео. Я сделаю различные замеры, все это мы посмотрим вот на осциллографе. Даже уже сейчас можно понять, что шим-контроллер получился из этой микросхемы. Вот мы видим на экране шим. Но я сделаю замены нескольких деталей. Я попробую дроссель. Сейчас у меня, кто заметил, стоит ДРТ-1. Это известные дроссели из советских цветных телевизоров. Триус СТ. А я поставлю, вот намотал вот такой маленький дроссель на колечке с компьютерной материнской платы. И посмотрим, как это все поменяется. Также сделаю замену конденсатора на более маленькую емкость. И расскажу, какие номиналы резисторов, потому что, как вы видите, на схеме это все не обозначено. Я проводил различные эксперименты. Схема, конечно, работала при разных номиналах, но при этих я добился плюс-минус более лучших показателей. Потом мы посчитаем КПД этой схемы, сделаем замеры частоты, хотя здесь уже вот видно, в этом режиме частота немного прыгает, но в среднем около 17 кГц, сейчас 16,69 кГц. Да, кто не знает, что у меня есть телеграм-канал, приглашаю всех туда, там при телеграм-канале есть чат, ссылки вы найдете ниже под видео. Ну а мы давайте продолжим. И начнем с деталей. Какие детали здесь присутствуют на этой схеме? R1. R1 у меня стоит 47 кОм, вот он. Он у меня здесь стоит довольно большой мощности, хотя эта мощность здесь не нужна. Можно взять самый обыкновенный 0,125 резистор. Почему я поставил такой большой? Чтобы можно было подключить крокодил, как бы использовать его вместо ножки подключения. Следующий резистор R2 на 10 Ом, C1. У меня стоит 510 пикофарад. Ну, не было такой емкости. Я, допустим, поставил два последовательно конденсатора и получил примерно эту емкость. Теперь быстрый диод. Можно диод шотки, но у меня стоит 207 и выходной конденсатор, если не ошибаюсь, на 1000 микрофарад. Теперь о индуктивности. Здесь стоит ДРТ-1, она составляет 12 миллигенри. Хотя, как я понял, в схемах иногда индуктивности завышены. Я заменю ее на эту, также сделаю замеры и посмотрим, в какую сторону будет меняться КПД, частота и так далее. Вот при вот этих заявленных деталях, которые я вам рассказал, частота. Вот сейчас, видите, она опять поплыла, стала 15 кГц. Ну, туда-сюда колеблется. Теперь о нагрузке. Нагрузкой является сопротивление 10 Вт 10 Ом. При выходном напряжении 5 вольт получается здесь ток потребления 500 мА. И если мы это все перемножим, ток на напряжение, получим 2,5 Вт. Вот теперь смотрите, устройство общее потребляет 4,67 Вт, и наше потребление на выходе резистора 2,5 Вт. 2,5 делим на 4,67 и умножаем на 100. У меня сейчас под рукой нет калькулятора, но это получится 50 с чем-то процентов. Можете кто-нибудь пересчитать, написать точно. И потом посмотрим, как будет меняться этот процент в зависимости от того, как я поменяю, допустим, тот же дроссель. И начнем, наверное, давайте с дросселя. Точнее, давайте я начну сначала с конденсатора. Вот сейчас стоит на 1000. Я убрал его вообще. Смотрите, как изменилось показание. Хотя пульсации, синий это выходной сигнал, вот он 5 вольт, а это нашим перед дросселем, вот сюда подключен. Первый щуп осциллографа, это желтый, он между коллектором транзистора и между катушкой индуктивности. А второй щуп, голубой, подключен уже на саму нагрузку. 5 вольт держится, но как бы помеха немножко увеличилась, и частота стала 108 кГц. Теперь давайте я поставлю емкость довольно уже маленькую.
Это 100 микрофарад. Вместо 1100 10 раз меньше. Резистор очень нагретый. Удержать пальцем трудно. Хотя транзистор, я перед этим вот пробовал, ну плюс-минус комнатной, чуть выше температуры. И вот теперь смотрите, частота опять, когда я поставил конденсатор, изменилась. И она стала 11 кГц. Мощность потребления выросла 5,25 Ватта. Это при том, что нагрузка осталась та же. И потребление нагрузки те же 2,5 Ватта. Поэтому КПД здесь уже упал и стал даже чуть меньше 50%. Теперь давайте я поменяю дроссель. И теперь смотрите, что здесь. Сразу как увеличилась частота. Частота 450 примерно килогерц. И потребляемая мощность общее устройство 3,5 Ватта. При выходе на нагрузки 2,5 Ватта. Вот теперь смотрите, насколько вырос КПД при вот этой более меньшей емкости и по более высокой частоте. Я растянул, вот это как все теперь выглядит. КПД устройства сразу существенно повысилось и составляет уже около 70%. Ну, это при потреблении нагрузкой пол ампера или 2,5 Ватта. Все без радиаторов. Сама микросхема ЛМ-ки вообще холодная, ну, комнатная. Транзистор до 50 градусов. Если будете нагрузку ставить более мощную, то обязательно нужно ставить радиатор. Давайте я еще попробую сделать такой эксперимент. Я верну назад параллельно этой емкость на 1000 микрофарад. И пульсации на синем сигнале стали немного меньше. Надеюсь, этим видео я удовлетворил ваше любопытство по поводу того, как работают микросхемы LM78 серии в роли шим-контроллеров. Если кто также пробовал, что-то делал на эту тему, пишите ниже под видео. Ну и еще раз, если не подписаны, то подписывайтесь на канал. Также не забывайте заходить на телеграм-канал. И на этом всем пока.